Всем привет, дорогие друзья! С вами Деха, и вы на канале Путь Героя. Рад снова видеть вас на нашем канале. Сегодня разберем по косточкам одно из самых обсуждаемых событий последних 2 недель в Catacombs World. Мифы галактики, путь номер 12. Что это было? Легко ли было получить героев? Стоило ли вообще участвовать? И кто в итоге унес трофеи без особых усилий, а кто, как и я, попотел? Обо всем этом прямо сейчас. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! Итак, мифы галактики, путь номер 12, событие, которое растянулось на 2 недели подряд, и каждая неделя была совершенно разной по механике и, что важно, по сложности. Первая неделя была посвящена боссам, вторая – науке. Уже на этом моменте у многих игроков возникли вопросы, а какая неделя выгоднее? Где планки ниже? Где реальнее что-то забрать? Сейчас все разложим по полочкам. Начнем с первой недели. Боссы. Вот планки, которые нужно было выбить, чтобы получить каждого из 3 героев. Объект 4 – 7 миллионов 200 тысяч. Объект 10 – 27 миллионов. Охотник H или N100 – 67 миллионов 500 тысяч. Скажу честно, для бывалых игроков, которые давно в теме, эти цифры не стали каким-то серьезным испытанием. Старички прошли эту неделю достаточно уверенно, но если говорить лично обо мне, именно неделя боссов далась тяжелее всего. Планки ощущались как стена. Особенно если ты не фармишь в режиме 24/7. Так что если вы тоже чувствовали, что боссы шли туго, вы не одиноки. Это не только ваша история. Вторая неделя. Наука. И здесь картина уже другая. Смотрите на планки. Объект 4 – 2 миллиона 400 тысяч. Объект 10 – 9 миллионов. Охотник H или N100 – 22 миллиона 500 тысяч. Разница очевидна. Цифры примерно в 3 раза ниже, чем на боссах. И именно здесь мне лично удалось забрать первого героя из тройки. Ура, кстати. Наука шла значительно мягче, дышалась свободнее, и у многих игроков получилось закрыть хотя бы одну позицию, а то и несколько. Так что если вы тоже взяли кого-то на этой неделе, отличная работа, вы молодцы. Теперь главный вопрос, а зачем они вообще нужны? Ради чего весь этот марафон? Начнем с базовой пользы. Объект 4 и объект 10 – участники альянса под названием Космический Орден. И вот что дает сбор этого ордена. Плюс 1500 улучшаемых очков науки. Для тех, кто качает науку, это весомый бонус, который работает в долгую. Но это еще не все. И если вам удалось или удастся в будущем заполучить охотника N100, открывается еще одна приятная плюшка – плюс 25% бонуса к событию. То есть охотник напрямую влияет на вашу эффективность в следующих ивентах. Чем раньше возьмете, тем выгоднее. Так что ценность этих 3 персонажей очевидна. Они работают в связке и дают реальные преимущества как в науке, так и в событийных активностях. А теперь к очень важной и приятной новости, которую просто нельзя обойти стороной. Совсем недавно состоялся первый по-настоящему знаковый стрим Catacombs World, и это было нечто особенное. Во-первых, среди всех присутствующих на стриме разыгрывалось 30 эфира, а это на минуточку 6000 рублей. Так что быть онлайн было не просто приятно, но и выгодно. Но главное, на стриме появился сам главный разработчик игры. И это было не мимолетное появление. Состоялось полноценное, почти 3-часовое интервью, 3 часа живого общения, 3 часа вопросов и ответов о будущем Catacombs World. Игроки задавали реально важные вопросы о ближайших обновлениях, о развитии механик, о планах команды. И разработчик отвечал честно, по существу. И если вы еще не смотрели, обязательно найдите время. Полный стрим доступен на нескольких платформах: YouTube, Twitch и VK Video Live. Ссылки в описании под видео. Кстати, раз уж заговорили о площадках, подписывайтесь на все наши каналы, мы есть везде: YouTube, Twitch, VK Video Live, а также ВКонтакте и Telegram. Там анонсы, важные новости, активности и все самое свежее по Catacombs World. Ссылки тоже в описании. Не поленитесь зайти. Подводим итог.
Мифы галактики Путь 12 событие неоднозначное. Неделя боссов оказалась испытанием на прочность, зато наука дала реальный шанс заработать что-то ценное даже тем, кто не является хардкорным фармером. Герои Объект 4, Объект 10 и Охотник N100 полезные, они работают в связке и дают бонусы, которые ощущаются в игре. Если не успели взять всех, не расстраивайтесь, впереди еще много событий. Ну а первый большой стрим с разработчиком — это уже история. Приятно видеть, что команда идет навстречу комьюнити. И если видео было полезным, ставьте лайк, пишите в комментариях, удалось ли вам забрать кого-то из тройки. Буду рад почитать. До встречи в следующем выпуске. Увидимся в катакомбах, герой. Кстати, я также занимаюсь музыкой и пробую себя в жанре постпанк. Мне будет очень приятно, если вы меня поддержите и послушаете мои треки. Заранее спасибо. Кстати, на аутро играет один из моих треков. Все актуальные ссылки будут в описании. И все в тебе меня манило, твой запах, имя и душа. Да я дурак и я влюбился, хоть и не быть нам никогда.